Ночью, где-то в первом часу, в мелком губернском городе без определенного имени, молодой человек лет 27 или около заходит в одиноко стоящий на дворе деревянный флигель в гости к инженеру-строителю, сидящему на диване с решетчатой спинкой и твердыми кожаными подушками, и почти сразу замечает, что на окне стоит тарелка с непочатой вареной курицей. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армен и Федор. И сегодня мы открываем новую рубрику «Эпизод». В ней мы каждый раз будем внимательно всматриваться всего в один фрагмент со страниц мировой литературы и разбираться, почему этот эпизод особенный и как в нем работает то, что мы называем искусством. И для первого такого опыта мы выбрали одну из самых жутких, но вместе с тем интересных сцен из романа «Бесы» Федора Достоевского. Это эпизод почти из самой концовки книги, из ее заключительной части. Там некий Верховенский приходит ночью в дом к некоему Кириллову и видит на окне вареную с рисом курицу. И хотя прямо рядом с курицей лежит заряженный пистолет, но не он, а именно курица выполняет в этой сцене роль чеховского ружья, которое вот-вот должно выстрелить. Однако, чтобы понять, что это за выстрел и в кого он направлен, нужно сперва разобраться, кто эти двое и как они здесь, в одной комнате, ночью, во флигеле, оказались. Любопытно, как еще в самом начале книги, только знакомя нас с героями, Достоевский уже подготавливает почву для этой их жуткой ночной встречи. Кириллов у него молодой человек, лет около 27. Верховенский почти зеркально. Молодой человек лет 27 или около. Это нарочитое сходство, разумеется, только подчеркивает, сколь глубоки между ними различия. Кириллов – яркий представитель знаменитого ряда героев-фанатиков Достоевского, героев, которые слишком сильно увлекаются какой-то идеей, начинают служить этой идее, жить во имя этой идеи. Только у Кириллова иной план. Он во имя идеи собирается умереть. Кириллов одержим мыслью о человека-боге. Он приходит к ней через задачку, которую литература этого периода, второй половины XIX века, часто пыталась решить. Как человеку жить после отказа от Бога? Допустим, Бога больше нет. Допустим, мы в него больше не верим. Мы его, как выразился бы Верховенский, раскассировали. Но ведь потребность чем-то заполнить пустоту на его месте, она-то осталась. И пока другой герой Достоевского в тех же «Бесах» говорит «Если Бога нет, то какой же я после того капитан?» Кириллов говорит, если Бога нет, значит я могу занять его место. Помните, Гребенщиков пел «Ты чувствуешь сквозняк от того, что это место свободно». Кириллов чувствует тот самый сквозняк. И он формулирует страшную, безумную мысль, в которую сам же потом и влюбляется. Если человек, говорит он, решится заявить своеволие, и просто так, не от гнева, не от страха, не от злости, а именно только потому, что право имеет, уйдет из жизни, то он, рассуждает Кириллов, переродит этим шагом все человечество и сам станет человека-богом. Так ведь самоубийц уже миллионы были, говорят ему. Но все не за тем, все со страхом и не для того, возражает Кириллов. И этот его безумный подход удивительным образом напоминает один эпизод из Дон Кихота. Вспомните, когда дерзновенный Идальго говорит Санчо Пансе, что планирует подражать славным рыцарям прошлого и сойти с ума. Прагматичный Санчо тогда спрашивает, но а причина-то у вас сходить с ума есть, сеньор? Причина-то какая? В этом-то вся соль и есть, отвечает Дон Кихот. В том-то и заключается необычность задуманного мною предприятия. Кто из странствующих рыцарей по какой-либо причине сошел с ума, тот ни награды, ни благодарности не спрашивай. Весь фокус в том, чтобы помешаться без всякого повода. И, как мы скоро увидим, эти переклички в словах Кириллова и Кихота далеко не случайны. Итак, чтобы осуществить свою безумную идею, у Кириллова на окне рядом с курицей лежит заряженный револьвер. Вы можете спросить, но чего же он тогда ждет? Почему не осуществит свое намерение, раз ему именно что не нужен для этого повод? Вот здесь и вступает в игру его ночной посетитель. Революционер и нигилист Петр Степанович Верховенский.
это персонаж совсем другой. Удивительный герой, смешной и страшный одновременно, комический и пародийный, до ужаса болтливый и театральный, но вместе с тем жуткий, потому что готовый на любое зло. Верховенский до известной степени напоминает Мефистофеля, только у Мефистофеля чувство юмора было получше, и в силу жизненного опыта и возраста он был поскромней. Однако главное, они все-таки разделяют. Верховенский предельно практичный человек. Он считает, что цель оправдывает любые средства, и, встречая Кириллова с этим его прожектом идейного самоубийства, Верховенский сразу придумывает, как это можно употребить с пользой для дела. Нет, не для перерождения человечества. В это он ни в грош не верит, а для своего, бесовского дела. Он решает совершить политическое убийство. И раз Кириллову решительно все равно, как и когда умирать, то попросить его перед смертью написать признание в этом убийстве. То есть использовать смерть Кириллова как алиби в своем преступлении. Итак, вот такой получается диспозиция на момент их ночной встречи. Конфликт духовного, пусть больного, но духовного, Дон Кихот тоже был безумен, и материального. Конфликт возвышенного и приземленного, трагического и прагматического. Но как показать все это через один единственный образ? А с помощью курицы. Эпизод, как это часто бывает у Достоевского, разворачивается стремительно. Верховенский только что зашел, только что уточнил, мол, намерения наши в силе, надеюсь, от самоубийства не отступимся, бумагу подпишем, и почти без паузы, сразу. Ба! Да я что-то примечаю там, на окне, на тарелке. Он подходит к окну. Ого, вареная с рисом курица. Но почему же до сих пор не початая? Стало быть, мы находимся в таком настроении духа, что даже и курицу... Я ел, перебивает его Кириллов. И не ваше дело. Молчите. О, конечно. И притом все равно. Но для меня-то оно теперь не равно. Вообразите, совсем почти не обедал, и потому, если теперь эта курица, как полагаю, уже не нужна, а? И обратите внимание, как формулирует свой ответ Кириллов. Ешьте, если можете. Верховенский может, еще как может, за себя и за того парня может. Вот благодарю, говорит он, а потом и чаю. И дальше следует что-то еще более жуткое, косточка на торте этой сцены. Верховенский мигом устроился за столом на другом конце дивана и с чрезвычайной жадностью накинулся на кушанье. Но в то же время каждый миг наблюдал свою жертву. Кириллов с злобным отвращением глядел на него неподвижно, словно не в силах оторваться. Верховенский здесь — это торжество плоти. Он ест жадно, с аппетитом, с азартом, ведь сидящий в метре от него человек сейчас застрелится, ну и курица, стало быть, вакантна. Заметьте, в одном этом абзаце Верховенский забирает у Кириллова решительно все. Его свободу, его последнюю волю, его последнюю трапезу и, в конце концов, его жизнь. Курица — это, конечно, только метафора, потому что по своей сути Верховенский — людоед. Люди для него – расходный материал, питающий его жалкие амбиции и жуткие планы. «Стоит ли счастье человечества слезинки ребенка?» – спрашивает Иван Карамазов. «А ребеночек с гарниром или такс, без всего, а?» – уточняет Петр Верховенский. И Кириллов, этот странный Кириллов, да, со своей безумной идеей, но все-таки не злым сердцем, не может оторваться. Он с ужасом следит за тем, как Верховенский поедает курицу, потому что не одну только курицу он поедает, но и его, Кириллова, он сейчас съест. Верховенский Боробек скушал 40 человек, и корову, и быка, и кривого мясника, и телегу, и дугу, и метлу, и кочергу. Скушал курицу с гарниром и покончил с этим миром. И весь этот клубок противоречий, страхов и судеб Достоевский показывает через одну сцену трапезы, через одну тарелку холодной курицы с рисом. Красноречивый ужас этой гастрономической сцены очень точно уловили в легендарной постановке «Бесов» Петербургского малого драматического театра в 6-часовом спектакле Льва Додина, который шел на сцене почти 30 лет. Те, кому посчастливилось на этом спектакле побывать, наверняка помнят сцену с курицей Верховенского. Увидев это однажды вживую,
забыть уже тяжело. Вот, посмотрите фрагмент того, как эта сцена была сыграна. Этой иллюстрацией, собственно, можно было бы закончить разговор о сегодняшнем фрагменте, если бы не одна деталь. Дело в том, что вот это противопоставление отказа от еды обжорству как метафора ценностного конфликта встречалось в одной книге, которую Достоевский очень любил. Книге, которая повлияла на все его главные тексты. Книге, о которой он говорил, что во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Наконец, книге, которую мы сегодня упоминали. Конечно, в Дон Кихоте Сервантеса. Вспомните, как выстроены отношения Дон Кихота и Санчо Пансы в первом томе. Мы говорили об этом в одном из ранних выпусков Армена и Федора, посвященных этому роману. Санчо зациклен на еде. Он все время напоминает Кихоту о еде. Он при каждом удобном случае стремится наесться, вне зависимости от того, что переживает в этот момент его господин, проповедует ли он, постится или страдает. И великий американский режиссер Орсон Уэллс в своем «Дон Кихоте», который по удивительному совпадению выйдет почти одновременно с додинским спектаклем, изобразит сцену, до боли напоминающую этот эпизод из «Бесов». Там Санчо Панса на глазах постящегося Кихота будет с жадностью поедать... Как вы думаете, что? Конечно, именно курицу. You really don't want any? No. Shame. Come on, sir. Do not tempt me, you devil. Are you quite sure that you don't want even a bite, Your Honor? Oh, it's wonderful. Oh, come on now, just a little piece of wing? Остается только оговориться, что хотя духу Дон Кихота Сервантеса этот эпизод соответствует вполне, но букве не полностью. В тексте романа именно вот такой сцены с курицей не было. Однако это, в конце концов, легко объяснимо. Сервантес не читал Достоевского, в отличие от Орсона Уэллса. Это литературный канал Армен и Федор и рубрика «Эпизод». Надеюсь, что наш эксперимент с этим новым лаконичным форматом удался, и если это так, то напишите нам в комментариях, какие еще эпизоды вы бы хотели увидеть в этой рубрике в будущем. А пока это все. Меня зовут Армен Захарян. До следующей встречи.